Trace Podcast. Всем привет, это Богдан, друзья, вы смотрите очередной еженедельный выпуск хайповых новостей. И сегодня, как обычно, мы обсудим с вами последние новости новых технологий, NFT, криптовалюты, метавселенных и, конечно же, искусственного интеллекта. Куда же без него, тем более сценарий писал для нас он. Шутка. Поехали! Samsung запретила сотрудникам использовать чат-ботов. Компания Samsung запретила своим сотрудникам использовать чат-ботов, а именно ChatGPT, так как переживает, что, может быть, будут сливы информации. То есть, например, кто-то из сотрудников будет спрашивать, а как лучше нам сделать Samsung A65 с такой камерой или с такой, или еще какие-то вопросы, которые касаются секретиков. Но при этом Samsung параллельно разрабатывает своего чат-бота, и им уже, наверное, можно будет пользоваться разработчикам. И тут возникает вопрос, да, почему корпорации всегда так поступают? Запрещают технологии чужих компаний и разрешают своих. Ответ: корпорации злые. В Twitter заработала функция монетизации, которая позволит пользователям зарабатывать на контенте из своей ленты. И Twitter тоже объявляет о монетизации. Почему тоже? Потому что все социальные сети так или иначе хотят запустить нормальную монетизацию для контент-мейкеров. Но, напомню, на данный момент это получилось сделать только у одного YouTube. И вот Twitter предлагает: ребята, вы хотите, получайте деньги. Отправьте заявку. Для этого за последний месяц у вас должно выйти не менее 25 постов, у вас должно быть не менее 500 подписчиков, и тогда, если мы вам одобрим, мы вам будем платить деньги. Они говорят, что все деньги заработанные будут отправляться вам. Но как их посчитать, конечно же, никто не знает. Я к тому, что они не хотят брать с вас какой-то процент, они обещают все деньги отдавать вам от рекламы, но попозже они будут брать дополнительный налог. Хотя нет, они будут брать еще комиссию Apple, которая сегодня составляет 30%. Цифровой банк Revolut стал доступен для бразильцев, с чем я, собственно, вас и поздравляю. Мы записываем этот выпуск, находясь в Европе, и здесь Revolut является очень популярным банком. И это заслуженно, я считаю, потому что это самый удобный цифровой банк. При этом это не минутка рекламной интеграции, хотя было бы, наверное, приятно, потому что это один из самых удобных банков. Вам не нужно ходить в офлайн банки для того, чтобы получить карту. Вы просто скачиваете приложение, регистрируетесь, отправляете заявку и получаете карту. Причем Бразилия — это первая страна в латиноамериканском регионе, в которой появился банк Revolut. И они обуславливают этот выбор тем, что здесь находится большое количество пользователей криптовалют, их больше 10 миллионов. А Revolut сейчас семимильными шагами идет именно в криптоиндустрию. И это, кстати, тоже один из поводов для нас работать на рынке Бразилии, потому что в Бразилии очень популярна криптовалюта. ChatGPT оказался лучше врачей в консультациях пациентов и даже более сочувствующим. Недавно провели исследование, где сравнили, как общается чат-бот GPT с пациентами и как общаются профессиональные врачи. И на 12% лучше чат-бот справлялся с правильными ответами, то есть постановкой правильных диагнозов или правильными ответами на вопросы пациентов. Но что самое интересное, ChatGPT оказался на 80% более эмпатичным к людям, то есть он общался более приятно. И здесь у меня вопросики. Есть исследования, которые говорят о том, что именно те врачи, которые долго общаются со своими пациентами, которые задают много вопросов, которые проявляют интерес, они как раз-таки и влияют своим общением именно на выздоровление пациента, потому что пациент должен верить в то, что у него получится выздороветь. А поверить роботу очень сложно. Поэтому реальным врачам, я считаю, что переживать не стоит. Вы останетесь на работе. Администрация Байдена предлагает ввести налог в 30% для майнеров. Сообщение от Белого дома вызвало большой резонанс, и многие критикуют данное заявление. Сейчас майнинг вообще абсолютно не популярен. Во-первых, он очень дорого стоит, так как вычислительные мощности очень нужны высокие. Поэтому налог на эту деятельность, мне кажется, опоздал так лет на 5. Blur запустил кредитную P2P-платформу Blend NFT. Есть такой супер популярный маркетплейс Blur. Раньше был самым популярным маркетплейсом OpenSea, сегодня его вытеснил Blur. Очень быстрый, симпатичный и прям вот людям он очень нравится. И недавно они заявили о новой революции в мире NFT. Вот каждый раз, когда я читаю
новости из криптовалюты, из NFT, все кричат об этих фразах. Мы делаем революции. По факту они предоставляют кредитование между людьми, причем они сами даже не предоставляют какую-то возможность кредитования на площадке. То есть один человек может в кредит дать другому, то есть займы NFT, а за это получить деньги. На Apple подали иск на $2 миллиарда за замедление iPhone. Иск подал некий Джастин Гутман и говорит, что от имени пользователей iPhone. Кстати, я тоже пользователь iPhone, меня Джастин Гутман почему-то не спрашивал. Хотя я тоже считаю, что iPhone специально замедляют своей операционной системой новые модели, иначе как нужно объяснить, что 6s сегодня так плохо работает. Причем это не последний иск, который мы услышим, и не первый иск, который мы слышим. Не помню, чтобы Apple спешила выплачивать за это деньги. Ну, Джастин Гутман, тебе от имени всех пользователей удачи. Сценаристы Голливуда вышли на пикет из-за опасений, что искусственный интеллект отберет их рабочие места. В Голливуде до недавнего времени искусственный интеллект использовался в первую очередь как технология омоложения фильмов. То есть вы загружаете старый фильм, получаете новый красивый. Искусственный интеллект работает с текстом. И вот сейчас любой желающий может написать: придумай мне сценарий про девушку и парня, которые друг друга любили, а потом разлюбили. И вот конец. И искусственный интеллект выдаст вам огромный сценарий, любого размера, какой только хотите. Причем сценарий этот может быть с нотками триллера или драмы, вообще как попросите. И сценаристы, те люди, которые работают, собственно, с текстом, из-за этого переживают. Но вспомните только, когда-то была индустриальная революция, когда начали появляться станки, когда люди на заводах начинали свою работу, вместо того, чтобы где-то по одному что-то производить. И тогда тоже была огромная забастовка. Все переживали, что станки заменят людей. Что произошло? Произошла, конечно, революция, произошли изменения, но люди также продолжают работать. Собственно, с искусственным интеллектом произойдет, по моему мнению, то же самое. Стейблкоин USD временно взлетел до $1,20. Достаточно сложная новость, но я здесь хочу объяснить важную вещь. Есть такая криптовалюта, которая называется стейблкоин. Да? Что это значит? Это значит, один криптокоин, одна цифровая валюта всегда равна цене доллара. Это очень удобно, потому что если я вам отправляю, например, биткоин, у него волатильность большая, пока он дойдет, пока вы его продадите, за несколько часов цена может измениться. И в итоге как считать, вот за сколько я продал машину? За $20 тысяч или уже за 22? Поэтому ребята придумали такую криптовалюту, которую очень просто считать. Есть доллар, есть USDT. И есть такое же большое количество разных стейблкоинов. Причем они обещают, что мы будем всегда привязаны к стоимости доллара. Очень часто это меняется. И недавно Terra USD упал вообще просто невероятными какими-то масштабами, и люди потеряли деньги. Поэтому сейчас мы видим другую новость, приятную, да? Вырос токен, но также очень быстро вернулся. Кто-то, конечно, деньги потерял. В Техасе запретили ИИ-токены с Илон Маском. Финансовые регуляторы Техаса обратили внимание на новый мемкоин, в котором используется лицо Илона Маска. Поразбиравшись и присмотревшись, они нашли нарушение авторских прав и, собственно, заблокировали данные токены. Что будет с владельцами, которые инвестировали этот токен, здесь, к сожалению, не уточняется. Но и использовать чье-то лицо, конечно, нельзя. В Мета заявили о волне скамов под видом чата GPT. Американский гигант недавно заявил о том, что огромнейшее количество появилось вредоносных вирусов, которые себя называют чатами GPT, искусственным интеллектом, как хотите назовите. Вы ищете их в интернете, находите какой-то сайт, скачиваете программу, якобы искусственный интеллект, и в итоге получаете вредоносный вирус, который ворует у вас пароли, ворует ваши логины, потом заходит и обманывает ваших друзей. Поэтому, друзья, будьте внимательны, когда скачиваете что-то, не скачивайте. Исследование. 4 больших спутника Урана могут содержать воду. Есть такой космический зонд от НАСА, который называется Voyager. Он уже как несколько десятков лет где-то там дрейфует в космическом пространстве. Так вот, недавно он пролетал мимо Урана, а Урана, у этой огромнейшей планеты, существует 27 спутников. Вот если у Земли один, то там их 27. И вот на 4 из них ученые заметили наличие воды. Поэтому, если Илон Маск хочет полететь на Марс, то мы планируем полететь на Уран.
Google анонсировала складной смартфон Pixel Fold. Это больше, по моему мнению, штука для хайпа, потому что пользоваться им достаточно тяжело и неудобно. И вот Pixel выпускает свой Pixel Fold. То есть мало того, что мы редко видели пиксели в жизни и Samsung Fold, так мы еще и Pixel Fold теперь в жизни редко увидим. Короче, выпустили какую-то штуку, попали в хайп новости, ну и на этом хорошо. Стоимость золота достигла рекордных значений недавно. Стоимость золота поднялась до $2081. Это произошло впервые, что свидетельствует о надвигающемся кризисе в США. Поэтому золотишко свой берем и вот так вот держим, не отпускаем. Скоро будет трясти. Volvo Car уволит около 1,3 тысяч сотрудников в рамках оптимизации затрат. А это примерно 6% штата. И это не первое увольнение Volvo Car, и я думаю, что не последнее. Вы заметили, что в последнее время корпорации все больше и больше увольняют сотрудников? В первую очередь это все-таки связано с кризисом, да, который у нас есть, и с уменьшением капитализации компаний. Денег становится меньше, собственно, платить зарплату нужно, затраты нужно оптимизировать. В Китае создали фонд для метавселенных на $22 миллиона. А это уже интересно, это уже приятно. Мы все начинаем наблюдать, что спрос на метавселенные и внимание падает, но при этом энтузиазм людей не унывает. И мы, собственно, в нашей метавселенной тоже верим в то, что светлое будущее совсем скоро наступит. Если раньше аналитики говорили, что к 2030 году будет огромный объем метавселенной в $3 миллиарда, объем рынка, то сейчас, к 2025 году, только в одном Китае специалисты обещают $4,3 миллиарда. На данный момент этот рынок гораздо меньше, поэтому в ближайшие 3 года ждем и надеемся на рост капитализации метавселенных. Disney выпустит NFT с персонажами «Звездных войн». Ну, все не унывает. Disney пытается заработать на всем. И вот сейчас они собираются выпустить NFT к выходу к «Звездным войнам». Но то, во что превратились «Звездные войны» сегодня, конечно, это очень грустное зрелище. И тем более, когда этим управляет Disney. В общем, все очень грустно. Еще и NFT выпускают. В общем, в Gmail теперь тоже есть синие галочки верификации. Они помогут легче отличать официальные письма от мошеннических. А теперь вопрос, когда Gmail ведет платные синие галочки, когда Gmail обратно соберет синие галочки и заставит нас оформлять премиум подписку за $8. Я думаю, когда Илон Маск купит Gmail, тогда это произойдет. Pornhub закрыл доступ для всех пользователей американского штата Юта. И сделал он это потому, что в этом штате ввели закон, который гласит так. Закон СБ 282 об обязательной проверке возраста на сайте через предоставление пользователям удостоверения личности. То есть, хочешь зайти на Pornhub, будь готов предпоказать свои водительские права, так сказать. Главное, чтобы утечки не было. И главное, чтобы вы были одеты. Ну, в общем, это очень сложно. Поэтому Pornhub такой, мы здесь запрещаем. И после этого, согласно данным Гугла, количество запросов по VPN-сервисам резко выросло в штате Юта. Друзья, 1 мая нашей метавселенной, нашему криптопроекту исполнился год. И мы проделали огромнейшую работу от команды из одного человека, я, собственно, основал эту компанию, до огромнейшей корпорации с десятками людей в разных уголках мира. Это Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, Африка, Европа. И до запуска нам остается совсем чуть-чуть. Буквально через несколько месяцев стартует наше приложение. И у вас еще есть возможность присоединиться к нашему проекту. Находите наши социальные сети MetaTrace. Мы присутствуем практически везде, во всех популярных социальных сетях. Присоединяйтесь и играйте вместе с нами. Метавселенная дополненной реальности MetaTrace. Нам уже 1 год. Мы сделали большую работу, но многое еще предстоит. На сегодня все. Хайповые новости подошли к концу, и мы встретимся с вами ровно через неделю на этом телеканале. Это был Богдан. Пока! Trace Podcast.